Тельцы, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на май 2025 года. После напряженного апреля май даст вам больше пространства для восстановления и переосмысления. Это месяц, когда вы сможете немного сбавить темп, остановиться и прислушаться к себе, но при этом не потерять фокус, потому что уже с начала месяца активна тема вашей личности, внешности, поведения и личных решений, а ближе к середине месяца акцент сменится на финансы, уверенность, ресурсы и то, как вы себя цените. У многих тельцов возникнет желание укрепить финансовую базу, пересмотреть источники дохода и заложить основу для более стабильного будущего. Напоминаю вам, что нужно смотреть гороскоп не только по знаку Солнца, то есть по знаку зодиака, но и по асценденту, потому что именно по асценденту чаще всего проигрываются реальные события в жизни. Какие-то переменные, переезды, знакомства, новые отношения, новые этапы в жизни. А также обратите внимание на гороскоп по Луне. Он покажет вам, какие эмоции, чувства и внутренние переживания могут вас сопровождать в течение месяца. Если вы не знаете свой асцендент, напишите в комментариях точную дату, время и место рождения, и я бесплатно для вас рассчитаю его. И у вас будет полная картина месяца, вы сможете смотреть гороскопы на каждый свой знак. Так, давайте пойдем по датам и посмотрим, каким для вас будет май месяц. 4 мая Плутон, планета глубинных трансформаций, власти, контроля, кризисов и перерождений, разворачивается в ретроградное движение. Это одна из самых медленных планет в астрологии. Ее разворот мы ощущаем не как резкий поворот событий, а как долгий внутренний процесс. Представьте себе круизный лайнер или большое судно, которое разворачивается. Это происходит очень-очень медленно. Плутон символизирует все, что прячется под поверхностью, и то, что требует очищения, обнуления, чтобы на месте старого выросло что-то новое. Это может быть разрушение, за которым обязательно последует обновление. Сейчас Плутон находится в вашем 10-м доме. Это зона, связанная с карьерой, статусом, реализацией, амбициями, целями, профессией и собственной ролью в социуме. Разворот Плутона в этой области может дать мощный внутренний импульс, переоценить свой путь, свои профессиональные задачи и то, как вы хотите проявляться в обществе. Это может быть период, когда вы почувствуете: «Я больше не хочу заниматься тем, чем занимаюсь». Или наоборот: «Мне нужно углубиться, усилиться и выстроить власть в своей сфере». Особенно это чувствуется у тех, кто и так уже долго был на пределе. Если давила работа или не давала развиваться, или казалась вообще бессмысленной. 10-й дом — это не просто работа, это еще и образ, который вы транслируете. То, как вас воспринимают другие, ваши клиенты, подписчики, руководство и окружение. Поэтому Плутон может буквально разобрать старую версию вас как профессионала, чтобы вы могли перезапустить свою стратегию. Это может быть момент, когда внешне все как будто остается прежним, но внутри происходит тотальная переоценка. Чего я стою, ради чего я это делаю и что на самом деле я хочу оставить после себя. Ретроградное движение Плутона будет с 4 мая по 13 октября 2025 года. Это будет длительный период внутренней трансформации, особенно в темах карьеры, репутации, амбиций, статуса и ощущения собственной власти. Статус — это также, возможно, перемены в вашем статусе как родителя, либо вы поменяете статус, выйдете замуж, поженитесь, либо разведетесь, так как 10-й дом — это дом статуса. Также в этот период могут обостриться отношения с родителями или людьми, которых вы воспринимаете как авторитет, особенно если есть старые обиды, конкуренция или недоговоренные, какие-то непроговоренные претензии. Это отличное время для того, чтобы переосмыслить, куда вы идете, чего вы хотите добиться, что мешает вам чувствовать себя уверенно в профессии и кто оказывает на вас давление и почему вы это допускаете. 6 мая Венера, планета любви, красоты, гармонии, комфорта и финансов, находится в вашем знаке и формирует гармоничный аспект к Плутону, к планете глубинных трансформаций, власти и внутренней силы. Это один из 3 редких дней, когда можно почувствовать не просто вдохновение, но и уверенность в себе, внутреннюю притягательность и желание проявить свою ценность в социуме. Венера сейчас находится в вашем 1-м доме, доме личности, внешности, самовыражения и самооценки. Плутон в 10-м доме, карьеры, амбиций и вашего социального статуса. Этот аспект соединяет вашу личную энергию с профессиональной реализацией.
Венера в вашем знаке усиливает природную харизму, обаяние и привлекательность, а Плутон в 10 доме дает возможность использовать это влияние для карьерных целей, власти и уверенного позиционирования. Если вы занимаетесь бизнесом, это отличный день для продвижения себя или своего продукта. Если вы работаете в команде, то можно обсудить повышение, заявить о своих заслугах. А если пока не работаете, задумайтесь, где и как хотите себя реализовать и какой образ транслировать в мир, чтобы быть уверенным в себе. Это может быть день, когда вы почувствуете: «Я действительно могу заявить о себе». У кого-то появится желание сменить стиль, сделать съемку, презентовать себя по-новому, выйти в блог, обновить портфолио или обсудить важный проект с руководством. Вы можете получить комплимент, похвалу, внимание от влиятельного человека, который подтвердит вашу ценность. Также может прийти понимание, что я достойна или достоин большего и в любви, и в профессии, и в деньгах. Если вы находитесь в отношениях, то этот день может принести эмоциональную близость, разговор о будущем, желание быть рядом с тем, кто действительно уважает вас и поддерживает. Если вы свободны, это может быть момент притяжения кого-то значимого, особенно через профессиональные темы, работу или социальные контакты. Также этот аспект может пробудить тягу к эстетике, обновить гардероб, сделать съемку, украсить пространство или поработать над визуальной подачей в соцсетях. Этот день хорош как для внутреннего восстановления уверенности, так и для конкретных шагов, связанных с финансами, имиджем, карьерой и партнерствами. 10 мая Меркурий, планета общения, мышления, идей, документов и взаимодействия, входит в ваш знак. Это важный и благоприятный сдвиг, потому что теперь Меркурий будет идти по вашему первому дому. Дому личности, имиджа, самовыражения, тела, инициатив и активных действий. Когда Меркурий в вашем знаке, ваши мысли становятся более яснее, слова четче, а желания конкретнее. Это момент, когда вы начнете более четко осознавать, чего вы хотите, как себя воспринимаете и как хотите заявить о себе в мир. Это отличное время, чтобы переформулировать свои цели, сделать шаг в переговорах, обсудить важные темы, составить план действий, подать заявку, перезапустить блог, заняться оформлением своих мыслей в тексты, речи, рассылки, видео или просто выйти в активное общение. То есть все, что связано с Меркурием. Возможно, вы захотите обновить свои профили, анкеты, резюме или портфолио. Может возникнуть желание сказать: «Вот кто я есть». Это момент, когда ваши слова начинают работать на вас. И если вы говорите из уверенности, из правды, из ясности, то мир это слышит. Также это хорошее время для общения с близкими, с клиентами, с аудиторией. Вы будете восприниматься как искренний, уверенный человек, с которым хочется иметь дело. Можно смело презентовать идеи, выступать, записывать сторисы, проводить консультации, открывать свой голос. Меркурий помогает разложить по полочкам то, что до этого казалось запутанным. Особенно это касается вопросов, связанных с внешним образом, личными делами, новыми инициативами и позиционированием. На уровне внутреннего состояния это может быть момент, когда вы начнете лучше понимать себя. Ваши мысли прояснятся и уйдет туман. Вернется логика, здравый смысл и готовность действовать. Если вы долго откладывали какой-то разговор, документ, оформление чего-то важного, теперь с этим станет легче. В этот период, пока Меркурий будет в вашем знаке до 26 мая, он усиливает тему самопрезентации. Вы можете иначе говорить о себе, заявлять о своих желаниях, делать предложения, обсуждать условия и оформлять планы. Все, что связано с «я», в центре внимания сейчас. И в зависимости от того, как вы с этим «я» взаимодействуете, вы либо раскрываетесь, либо продолжаете держаться в тени. 12 мая происходит полнолуние в знаке Скорпион в вашем 7-м доме, доме партнерства, близких связей, брака, союзов, а также деловых отношений и контрактов. Полнолуние — это всегда кульминация, прояснение, завершение и результат. Это момент, когда становится видно то, что раньше зрело в тени. И когда полнолуние попадает в 7-й дом, оно высвечивает тему «я» и другой человек. Это может быть ваш партнер, супруг, клиент, коллега или кто-то, с кем вы связаны эмоционально или официально.
Это период, когда вы можете осознать, насколько ваши отношения сбалансированы, чего вы хотите от других, что даете сами и как в целом выстраиваете взаимодействие с людьми. Возможно, поднимутся старые обиды и вопросы, которые долго откладывались, или накопившееся напряжение. Может быть, наоборот, отношения перейдут на новый уровень, прояснится статус, появится ощущение «теперь понятно, куда мы идем вместе». Иногда полнолуние в 7-м доме завершает отношения, которые уже себя исчерпали, но чаще оно помогает на что-то взглянуть честно, без иллюзий и без драм. Это может быть день важного разговора, финального решения или осознания своих ожиданий, потребностей и того, кто действительно рядом с вами по-настоящему. Если вы в паре, возможно откровенные разговоры, обсуждение планов и возвращение к темам, которые долго откладывались. Если вы свободны, может вернуться человек из прошлого, появиться кто-то важный или просто вы поймете, чего на самом деле хотите от отношений. В уровне деловых тем это может быть день завершения договора, фиксации результатов в совместном проекте, переосмысления партнерств, перехода к другим форматам работы. Также полнолуние может проявиться через обратную связь от людей. Вам скажут, как вы выглядите со стороны, что транслируете, как воспринимаетесь. И это может быть очень ценным. Важно наблюдать не только за словами, но и за чувствами. С кем тепло, с кем напряженно, и кто вызывает вдохновение, а кто выгорание. Полнолуние в Скорпионе — это не всегда про комфорт, но оно точно про честность. Оно помогает очистить пространство от ложных связей, недоговоренностей и иллюзий. Если вы давно держались за отношения, в которых не было баланса, то сейчас придет понимание, зачем это все было и стоит ли продолжать. Если вы были одиноки, может быть встреча или внутренний прорыв, готовность пустить кого-то в свою жизнь. 17 мая происходит соединение Солнца с Ураном в вашем знаке, в вашем 1-м доме. Это один из самых нестандартных, непредсказуемых, но в то же время обновляющих и пробуждающих аспектов месяца, потому что Уран — это планета перемен, свободы, взрывов, озарений и неожиданностей. А Солнце — это ваша личность, это ваша воля, энергия и проявленность. Когда они соединяются в 1-м доме, вы можете почувствовать, что внутри вас словно что-то щелкает, как будто вы просыпаетесь не просто утром, а после долгой спячки в жизни. И возникнет сильный импульс, что я больше не хочу быть прежним, я не могу больше жить по старому сценарию, мне нужно меняться и меняться срочно. Этот день может принести неожиданности, резкие решения, вспышки инсайтов, сильное желание освободиться от ограничений, вырваться, сбросить старую кожу. Это может быть внешняя перемена, смена имиджа, поведения, манеры общения или публичного образа. Возможно, внутреннее переосмысление своего «я» и готовность быть собой. Можете отказаться от навязанного обществом. Вы можете почувствовать себя нестабильно, даже немного раздраженно. Это потому, что энергия Урана не про стабильность. Это как электрический разряд, который перезапускает вашу систему. Это что-то неожиданное. У кого-то в этот день может прийти важное решение: уйти с работы, запустить проект, сказать правду, поменять стиль, уйти из отношений, которые душат. То есть что-то необычное, что-то, чего вы точно не ожидали и не планировали. У кого-то это может быть вспышка вдохновения, идея для контента, желание заявить о себе громко и по-своему. Уран часто приносит неожиданные события извне. Кто-то появится, что-то скажет, придет новость или какое-то обстоятельство, которое буквально сотрет границу между вчера и завтра. И в центре всего этого будете вы сами, ваше отношение к себе, ваша свобода и ваше «я». Это очень мощный момент для запуска перемен, особенно если вы давно чувствуете внутреннее напряжение, но не решались на что-то. Уран не спрашивает разрешения, он просто освобождает. Он говорит: ты можешь быть другим или другой, ты можешь жить иначе. Главное — быть готовым к непривычному, потому что если вы будете цепляться за старое, то у вас может быть стресс. И если позволите себе быть честными и гибкими, это может стать началом чего-то действительно нового. 20 мая Солнце входит в знак Близнецы и включает ваш 2-й дом. Дом денег, самооценки, ресурсов, личной уверенности и ценностей. Это означает, что ближайшие 4 недели принесут вам возможность не просто задуматься о финансах, а реально начать что-то менять. И ключ в том, что все приходит через Близнецы.
Близнецы через знак общения, информации, обучения, торговли, передвижения, контактов, речи, легкости и быстроты. Финансовые возможности в этот период могут прийти через контент, который вы создаете. Видео, сторисы, статьи, тексты, любые форматы, где вы делитесь знаниями, опытом и мнением. Также через продажи, основанные на слове, то есть консультации, курсы, марафоны, где вы работаете с речью или информацией. Также это может быть активный период мелкой торговли, быстрых продаж, работы с небольшими, но регулярными потоками клиентов. Поскольку близнецы — это знак двойственности, возможно сразу два источника дохода или колебания между разными идеями. У кого-то появится идея монетизировать блог, а параллельно предлагать консультации, к примеру. Кто-то захочет запустить онлайн-магазин, при этом делать какой-нибудь контент в интернете. Важно не ждать идеального момента, а идти через интерес, креатив, общение и гибкость. Могут прийти неожиданные предложения о сотрудничестве, интересные коллаборации, шанс вести чей-то блог, соцсети, канал, писать тексты, озвучивать, преподавать, консультировать. Кто-то может наконец-то купить у вас продукт, услугу или курс, хотя вы давно не видели результата. Кто-то из тельцов может наконец-то записать какое-то видео, в котором просто расскажет, что делает, и уже на следующий день получит первых клиентов. Кто-то решится поднять цены или начать брать деньги за то, что раньше делал бесплатно. Кто-то может получить первое предложение по бартеру или рекламе в блоге, даже если у вас пока совсем мало подписчиков. У кого-то могут пойти заказы на услуги, на какие-то консультации, продукты или физические товары, которые до этого стояли без движения. Солнце высвечивает то, что раньше могло быть в тени. Вы можете вдруг осознать, что умеете делать то, за что люди готовы платить. Или почувствуйте, что давно занижали свои расценки и возможности. Особенно усилится стремление монетизировать не физический труд, а свои знания, свой интеллект, навыки, речь, контакты и идеи. Деньги в этом периоде приходят не от усилий, а от честного живого контакта с людьми. Это не про большие шаги, это про простые действия, которые начинаются с веры в себя. И когда Солнце идет по второму дому, особенно в Близнецах, это всегда про то, чтобы выразить, предложить, поделиться и не бояться. Деньги могут прийти через голос, знания, контакт, легкость, а не через борьбу. Если у вас есть дело, проект или просто идея, сейчас самое время показать ее миру. Это хорошее время для тех, кто работает на себя, хочет выйти из выживания и перейти в стабильность через гибкость и смелость. Если есть идея, озвучьте ее. Если есть знания, поделитесь им. Если есть продукт, предлагайте его. Мир сейчас готов услышать вас и поддержать материально, если вы сами верите в то, что делаете. Пока мы говорим про знак Близнецы, хотела вам сказать, что теперь на моем канале появился значок «Спонсировать». Он находится прямо под этим видео, рядом с кнопкой «Подписаться». Если вы нажмете на него, YouTube сам покажет вам, что делать дальше. После того, как вы станете спонсором канала, вам будет доступен эксклюзивный контент. Я буду выкладывать астросоветы и, возможно, сделаю рубрику «Ежедневный гороскоп», «Лунный календарь». Вам будут доступны эксклюзивные материалы, и видео вы будете видеть первыми. Итак, 24 мая Сатурн, планета зрелости, ответственности, дисциплины и долгосрочных задач, переходит в знак Овна и активирует ваш 12-й дом. Это только первый пробный заход, потому что он пробудет там до осени, а потом снова вернется в знак Рыбы. Но вы уже сейчас почувствуете, как начинает меняться ваше внутреннее состояние. Это не внешние перемены, это пока фон, ощущения, которые сложно объяснить словами. Как будто хочется тишины, закрыть старые истории, побыть собой, завершить что-то невидимое, но очень важное. У кого-то появится желание уединиться, возможно, ретрит, отдых, тишина. Кого-то вдруг потянет спать больше, отключиться от внешнего мира, закрыть проекты, которые больше не отзываются. Сейчас вот этот вот период до осени, пока он немножко зайдет в знак Овна, покажет вам и даст какие-то намеки, что будет происходить, начиная с 2026 года, все 3 года, когда он будет в знаке Овна.
Это может быть момент, когда вы поймете, чтобы начать новый этап, нужно сначала отпустить старое. И не всегда это делается через действие, чаще через осознание. Потому что 12-й дом — это дом завершений, дом тайн, дом изоляции. Возможно, кто-то из вас уже сейчас увидит звоночки. Может, кто-то будет работать на каком-то острове, в изолированном месте. Возможно, кто-то уйдет в декрет и придется последующие 3 года находиться в изоляции с ребенком, то есть вы не будете контактировать с социумом, с коллегами не так часто, как раньше. 12-й дом — это еще дом тайн, так что может раскрыться тайна и не одна сейчас до осени, и потом, когда 3 года будет Сатурн там. Поэтому может раскрыться не только ваша тайна, но и чужая. Кто-то из тельцов может почувствовать, что я устал быть на виду, хочу исчезнуть, подумать, осознать. Кто-то захочет заново выстроить границы, отписаться от лишнего, перестать быть включенным в чужие жизни. Может быть, вы захотите закрыть старый блог, пересобрать личное пространство, отпустить токсичное окружение и тихо выйти из бессмысленных проектов, перестать тянуть то, что не приносит вам радости. А может быть, наоборот, начнете делать что-то в тишине, без шума, будете готовиться к чему-то и не будете рассказывать это близким. Может быть, начнете писать книгу, собирать какой-то проект, проходить терапию, заниматься собой. У кого-то может появиться тема сна, восстановления психосоматики. А также 12-й дом — это дом дальних земель. Возможно, кто-то будет эмигрировать в последующие 3 года или вот сейчас, этот период до осени. В общем, это не время форсировать, это время отпускать, наблюдать, завершать и слушать, прислушиваться к себе. 25 мая Меркурий, планета мышления, общения, идей, информации и сделок, входит в знак Близнецы и активирует опять же ваш 2-й дом. Дом денег, личных ценностей, ресурсов и самооценки. Это отличное положение, особенно для тех, кто работает через слово, через голос, текст, обучение, продажу и взаимодействие с людьми. Вся энергия Марса сейчас работает на то, чтобы вы стали яснее, активнее и смелее в вопросах финансов, заработка и проявления себя. Кто-то из тельцов может в этот период начать вести диалоги, которые давно откладывал, написать клиенту, напомнить о долге, оформить прайс, обговорить условия работы или пересчитать бюджет. Кто-то наконец-то осмелится озвучить стоимость своих услуг или пересмотреть ценовую политику. Кто-то решит провести эфир, записать ролик, сделать пост, в котором расскажет, что делает, и получит обратную связь, предложение, отклик, заказы или продажи. Тем более, что 27 мая происходит новолуние в том же 2-м доме в знаке Близнецов. Это начало нового финансового цикла, который будет разворачиваться в течение ближайших недель и даже месяца. 2-й дом — это деньги, ресурсы, самооценка, стабильность и уверенность. А Близнецы — это слово, коммуникация, информация, легкость и гибкость. Вместе они создают возможность по-новому взглянуть на свою ценность и на то, как вы зарабатываете и чем вы можете быть полезны другим. Это новолуние может вам принести что-то новое в сфере финансов. Возможно, вам предложат новую работу, либо вы получите новое предложение, к вам придет новый клиент. Так как новолуние это что-то новое, а 2-й дом — это дом денег. Сейчас очень хороший момент для начинания, для старта чего-то нового в период новолуния, особенно во 2-м доме. Это новолуние может дать вам ощущение: я больше не готов или не готова соглашаться на меньшее. Я хочу расти в доходах, в уверенности и в уровне клиентов. Это не про резкий скачок, это про настройку, про маленькое, но важное внутреннее решение, что я ценна и я могу это монетизировать. Финансовый рост начинается с идеи, с честного взгляда на то, что вы хотите и что вы умеете. Сейчас именно то время, когда вы можете переоценить свои ресурсы и начать их использовать по-новому. То, что вы сейчас начнете в период новолуния, может принести вам результаты в ближайшие недели, либо произойдет кульминация, и вы увидите результат, когда будет полнолуние в Близнецах через полгода, в декабре.
Май для вас, Тельцы, это месяц, в котором все возвращается к вам. Вы в центре событий, перемен и решений. Планеты в вашем знаке пробуждают внутреннюю силу, а все, что происходит во втором доме, помогает на практике выстроить новый финансовый путь. Это время, когда вы не просто говорите о ценности, вы ее проживаете, оформляете и предлагаете. Через слово, через себя, через честность. Ваша энергия разворачивается в сторону денег, самооценки и ресурсов, но не через тяжелый труд, а через гибкость, ясность, правильные контакты и искреннюю подачу. Месяц может начаться с переосмысления, ощущения нестабильности и даже желания все бросить. Но ближе к концу мая вы почувствуете: я знаю, чего я хочу, и я могу это реализовать. Внутренние ограничения начинают отступать, и вы выходите на первую точку уверенности. Да, многое происходит не быстро, где-то вы устали, где-то нужна пауза, но внутри уже все готово к обновлению. Вы выходите в мир, чтобы не выживать, а проявляться, чтобы не служить, а цвести, чтобы не доказывать, а просто быть собой и зарабатывать на этом. Говорите, двигайтесь, создавайте, сейчас ваш момент. И если вы поддержите себя и не будете обесценивать свои шаги, вы очень скоро увидите, как реальность начнет отвечать вам взаимностью. Спасибо за просмотр, спасибо за ваши комментарии. Я все читаю, на все комментарии отвечаю. Подписывайтесь, пишите, как проигрываются у вас события в мае месяце. И очень интересно, проигрываются они у вас по Солнцу, асценденту или Луне. Оставляйте свои комментарии. Спасибо большое, желаю вам удачного мая, Тельцы.